Из этого видео вы узнаете, как приумножить деньги и реально ли сделать это за короткий срок без риска. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Реально ли приумножить деньги за короткий срок? В инвестициях существует базовый принцип. Чем выше доходность, тем больше риск потери денег. Поэтому, если вам предлагают вложить свои средства в 100% надежный проект с доходностью 50, 100 и более процентов годовых, стоит понимать, что вероятность полной потери денег здесь очень высока. За короткий срок приумножить деньги скорее не получится. Тем более, если этот самый срок измеряется днями или неделями. В реальных инвестициях горизонт достижения результата составляет минимум 3 года и более. Но даже на таком промежутке времени не стоит ожидать удвоения капитала и тем более его кратного увеличения. Если вы хотите с большой вероятностью получить высокую отдачу на вложенные средства, то стоит планировать свои действия на 10 лет вперед и более. Именно так достигается доходность в 3-4 раза выше банковской, с минимальными рисками. Как приумножить деньги без риска? Пошаговая инструкция. Шаг 1. Определяем точку, где вы находитесь. Глобально ситуацию относительно денег у любого человека можно разделить на 3 основных группы. Первая. Ваши доходы меньше расходов. Вторая. Ваши доходы равны расходам. Третья. Ваши доходы стабильно выше расходов. В какой из этих ситуаций вы сейчас находитесь? Здесь главное быть честным с собой. Условно назовем ваше положение точка А. На протяжении дальнейших шагов мы будем стремиться попасть в точку Б. Под ней предлагается понимать четко прописанные финансовые цели, зафиксированные в вашем финансовом плане и системное следование им для создания и увеличения вашего капитала. Шаг 2. Оптимизируем доходы и расходы. Первое, с чего стоит начать, трезво и честно взглянуть на свои доходы и расходы. Первые, по возможности, увеличить и сократить вторые. Для этого нужно изучить основы финансовой грамотности. О них мы подробно рассказывали в одном из наших видео. Рекомендуем его внимательно посмотреть. Шаг 3. Оптимизируем плохие долги. Многие люди привыкают жить непосредством. Набирают потребительские кредиты, а потом понимают, что радость от покупки уже прошла. Оплатить еще несколько месяцев или даже лет. Если у вас есть кредиты, постарайтесь погасить их как можно быстрее или рефинансировать при необходимости. Для этого обратитесь в свой банк и добейтесь снижения долговой нагрузки, если это возможно. Шаг 4. Создаем подушку безопасности. Подушка безопасности – это ваш неприкосновенный денежный запас. Трогать его можно только в крайнем случае. Условно, если вам нечего есть или платить за квартиру. Размер финансовой подушки должен составлять 4-6 ваших ежемесячных расходов, а при возможности еще больше. Шаг 5. Формируем инвест-портфель. Как только ваша подушка безопасности сформирована, начинайте инвестировать. О том, как грамотно составить свой инвестиционный портфель, подробно рассказано в нашем отдельном материале. Рекомендую вам также найти наставника, который проведет вас за руку и поможет создать капитал без переживаний и независимо от того, сколько вы сейчас зарабатываете. И помните, что в любых инвестициях важна диверсификация средств, то есть их разделение на несколько частей для минимизации рисков. Проще говоря, не клади все яйца в одну корзину. Если она упадет, то побьются все. Куда вложить деньги, чтобы приумножить? Топ 10 способов. Способ 1. Банковский вклад. Плюсы. Самый популярный инструмент. Главное его преимущество – надежность. Способен уберечь деньги от инфляции, понятен, доступен любому человеку. Можно быстро забрать деньги, несмотря на то, что вы потеряете проценты. Минусы – низкая доходность. Способ 2. Валюта. Хороший инструмент, особенно если использовать его грамотно. Лучше всего хранить деньги сразу в нескольких валютах. Например, в долларах, евро и рублях. Так вы убережете средства от колебания курса. Плюсы. Высокая ликвидность, как и с банковским вкладом.
Низкие риски потери средств при условии, что вы разделите свой волшебный портфель на 3 части. Минусы – низкая доходность и комиссии при покупке и продаже, конвертация. Способ третий – квартира для сдачи в аренду. О свободной квартире под аренду хоть раз задумывался каждый человек. Минусы. Однако это мероприятие не очень выгодное. В итоге ваша доходность с учетом периодического ремонта жилья, налогов и вынужденного простоя составит не более 5% годовых. При этом вам еще придется иметь дело с арендаторами и решением проблем, которые они могут создать: затопление соседей, шум, порча имущества. Плюсы. Однако можно рассчитывать на потенциальное удорожание квартиры в будущем. Способ четвертый. Фондовый рынок, акции, облигации. Хороший, но более рисковый инструмент, чем квартира, валюта и банковский вклад. Здесь уже не обойтись без специальных знаний. Плюсы. Профессионально разбираясь в инвестициях на фондовом рынке, можно добиться практически стабильной доходности в районе 10-20% годовых. Заработать можно как на дивидендах, так и на разнице между покупкой и продажей бумаг. Минусы. Неопытным инвесторам лучше рассматривать фондовый рынок в качестве инструмента инвестирования только с наставником или посвятить достаточное время на его самостоятельное изучение. Для начала рекомендуем посмотреть видео о том, как заработать на акциях. Способ пятый. Свой бизнес. Плюсы. Несомненный плюс своего бизнеса – возможность получения высокой доходности. Здесь потолок прибыли в несколько раз выше в сравнении с работой по найму, а на вложенные средства можно получить от 20 до 500% годовых и более. Минусы. Однако факторов успеха здесь очень много, и гарантий нет, что они все сложатся благополучно для вас. Бизнес – один из самых рискованных видов инвестиций как денег, так и своего времени. Способ шестой. Криптовалюта. Тренд последних лет – вложения в биткоины и другие цифровые монеты. Это самый хайповый и одновременно самый рискованный способ для инвестора. Минусы. Криптовалюту и вложения в первичное размещение токенов ICO стоит рассматривать только тем, кто специализируется на этой сфере и занимается инвестициями много лет. При отсутствии опыта этот инструмент можно рассматривать как экспериментальный, выделив на него всего несколько процентов от вашего портфеля. Здесь можно получить прирост капитала в несколько тысяч процентов за год или потерять все буквально за один день. Подробнее про инвестиции в криптовалюту смотрите в предыдущем ролике. Способ седьмой. Предметы искусства, антиквариат. Хороший способ вложить солидные суммы денег для тех, кто разбирается в данной теме. Плюсы. Антиквариат дорожает намного быстрее, чем растет инфляция в стране. Минусы. Однако здесь главное условие – ваша экспертиза. Риск нарваться на подделку очень высок. Способ восьмой. Одалживание денег. Плюсы. Дать деньги в долг под проценты – популярная тема в нашей стране. Имея определенные средства, вы можете занимать их людям и зарабатывать таким способом. Минусы. Однако нужно учитывать, что обязательно будут просрочки и какой-то процент полного невозврата средств. Тогда этот вид инвестиций становится скорее бизнесом, где должно фигурировать залоговое имущество для снижения рисков. Также вам понадобится команда грамотных юристов, чтобы игра стоила свеч. Способ девятый. Собственное имя, личный бренд. Отличная возможность увеличить стоимость своих услуг, сменить профессию или получить медийную популярность. Плюсы. Вложения в собственное имя – одни из самых беспроигрышных. Качественно делайте свое дело. Не скачите из сферы в сферу каждые несколько месяцев. И со временем именно вы будете дорогим профессионалом или экспертом, к мнению которого прислушиваются. Способ десятый. Знания о финансах. Самый беспроигрышный инструмент для инвестиций. Финансовые знания позволят вам сократить ненужные расходы, увеличить доходы и с вероятностью близкой к 100% построить за несколько лет собственный капитал, если даже сейчас вы далеки от мира инвестиций. На этом пока все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом.
Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!